Жан-Поль. Немецкий писатель, сентименталист и преромантик, автор сатирических сочинений, эстетик и публицист. У женщины все тело, сердце и даже голова. Легче забыть 10 поцелуев, чем один. Дружба и любовь, два великие чувства, совершенно изменяют человека. Жизнь – это долгий, очень долгий вздох до полного издыхания. Музыка, поэзия воздуха. Женщины любую идею переводят на личность. Кто в старости обходится без любви, тот не любил в юности, ибо для любви годы не помеха. Любовь – история в жизни женщины и эпизод в жизни мужчины. Бедность есть мать наших пороков, а также и величайшее изобретение. Человек должен быть доступен для страстей, но властен распоряжаться ими. Только в минуты свидания и разлуки люди знают, сколько любви таило их сердце, и слова любви дрожат у них на устах, а глаза наливаются слезами. Хороший врач спасет, если не от болезни, то хотя бы от плохого врача. Легче всего люди выдают свои намерения, когда последние не удаются им. Вкус – это эстетическая совесть. Бывают люди, растения, люди, звери, люди, боги. Долгая надежда слаще, чем скорый сюрприз. Малые страдания выводят нас из самих себя, великие же возвращают нас самим себе. Мужество состоит не в том, чтобы смело преодолеть опасность, но в том, чтобы встречать ее с открытыми глазами. Люди должны бы взяться за руки и быть не только хорошими, но и радостными. Радость – лето, сообщающее румянец и зрелость плодам души. Женщины стойко переносят худшие горести, нежели те, из-за которых они проливают слезы. Проницательность ума – это совесть остроумия. Суеверие – чудовищное, почти неодолимое чувство, благодаря которому мирный человек стоит, как бы среди исполинской мельницы вселенной, оглушенный и одинокий. Каждый из нас уверен, что он важнее и лучше других, но только дураки и тупицы имеют смелость признаться в этом. Вечность – это время, когда существуют идеалы.
Страсть делает наилучшие наблюдения и наихудшие выводы. Говорят, что лучшие правила политики – не слишком управлять. Это правило столь же верно и в воспитании. Бранью достигается лишь 1/3, любовью и уступками – все. Кто хвастает знанием тайны, тот одну половину ее уже открыл, а другую открыть не замедлит. Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми. Любовь – неутолимая жажда, любовь – это океан, которого никто не может исчерпать. В то время, как солнце похищает у него одну волну, 100 рек приносят ему новую 1000 волн. Глупость слишком безвинна и нерассудительна, чтобы бичевать ее сатирой, а порок слишком презрен, чтобы щекотать его смехом. Хотя аморальная сторона первой заслуживает сатирической издевки, а безрассудная сторона второго – комического осмеяния. Ничего не откладывай на после, ибо после тебе легче не будет. Веселье – это небо, под которым цветет все, кроме злобы. Легко польстить, труднее похвалить. Самая сильная ненависть, как и самая свирепая собака, беззвучны. Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом. Достойна презрения женщина, которая, имея детей, способна испытывать скуку. Только в минуты свидания и разлуки люди знают, сколько любви таило их сердце. Скромен не тот, кто равнодушен к похвалам, а тот, кто внимателен к порицаниям. Память – единственный рай, откуда нас никто не может выгнать. Тот, кто никогда не искал ни дружбы, ни любви, в 1000 раз беднее того, кто их обеих утратил. Малые страдания выводят нас из себя, великие же возвращают нас самим себе. Треснувший колокол издает глухой звук, разбейте его на 2 части, он снова издаст чистый звук. Характер человека никогда не раскрывается так ярко, как тогда, когда он пытается описать характер другого человека. Ангелы-хранители иногда взлетают так высоко, что мы теряем их из виду, но они всегда следят за нами с высоты. Добропорядочные люди приобретают больше врагов своими речами, нежели дурные своими делами. Боязливый дрожит в ожидании опасности, трусливый, когда она настала, а храбрый, когда миновала. Тоска по любви и есть сама любовь.
Жену или возлюбленную лучше узнаешь за час, проведенный в обществе кого-то третьего, чем за 20 часов, проведенных с нею вдвоем. Все достойное уважения совершено в уединении, то есть вдали от общества. О, музыка, отзвук далекого гармоничного мира, вздох ангела в нашей душе, когда замирает и слово, и объятие, и наполненный слезами глаз, когда наши немые сердца в одиночестве томятся за решеткой нашей груди, тогда только благодаря тебе могут они послать друг другу отклик из своих тюрем, соединить в одной пустыне свои далекие стоны. Жан-Поль. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.